just to get close to you. Всем привет! Сегодня будем вязать кардиган из мохеровой пряжи Alize Classic крючком, но необычным крючком. Этот крючок с вот таким ушком, как у иголочки. Способ вязания называется нукинг. Для тех, кто не любит вязать спицами, полотно при таком способе вязания получается очень похожим на вязание спицами. Очень классно. Вот это лицевая сторона, вот это изнаночная. Очень легкий, вязание очень эластичное. Пряжа у нас, как и в прошлом свитерочке розовом, у нас будет Alize Mohair Classic. Также вот у нас в 100 граммах 200 метров. И состав у нас 51 акрил, 25 мохер, 24 шерсть. Так, крючок, номер крючка для нукинга у меня номер 6. Он такой достаточно большой, с таким большим носиком. У меня кардиган состоит из 4 цветов. 3 цвета вот эти небольшие вставки на рукава, полосочки. Сейчас я вам все расскажу про это. Основной цвет у меня вот такой молочный. Название цветов я вам напишу в описании. И сейчас коротко объясню, как мы все это будем делать. Все очень просто, как всегда. Это у нас все детали состоят из прямоугольников. Никаких убавок, никаких прибавок. Спинка и две передние детальки и рукава. Это я обозначила, у меня переход цветов. Спинка и перед у нас вяжутся поворотными рядами. Рукава у нас вяжутся по кругу, то есть у нас не будет у рукавов шва. Так как вязать лицевыми петлями намного удобнее, поэтому я решила сделать все просто вязание рукавов по кругу. Так, спинка у нас состоит, изначально я набирала 57 петель, не стянутых, такие посвободнее, повоздушнее. 57 петель набрала и вязали поворотными рядами 94 ряда. Две передние половинки у нас, одна половинка у нас набирала я 27 воздушных петель. И так же, как и спинка, 94 ряда вверх. По рукавам. Вяжем их по кругу, как я уже сказала. Сейчас все покажу. Набираем изначально 80 петель воздушных, замыкаем в круг. И я провязала 84 ряда. Вы делаете как... Вот, 84 ряда, это вот сюда. Вы делаете по своему росту, по своему размеру. Мой размер вот такой. Я ношу обычно. Что касается крючка для нашего нукинга, для него мы берем какой-либо шнурок, либо, ну, желательно гладкую веревку, чтобы через нее, чтобы она легко скользила по нашей пряже. Сейчас все покажу, как это все будет. Для рукава я отрезала вот этой веревки примерно 1,5 метра, то есть нужно с запасом отрезать. И для удобства я вот кончик продела через ушко и вот тут сшила, чтобы он не распускался и не вылетел из вязания, потому что это все потом не очень удобно будет собирать. Просто один конец вот тут закрепите 2 стежками нитки, у вас это будет намного удобнее. Итак, приступаем к вязанию нашего рукава. Рукав, я, как уже сказала ранее, вяжем по кругу, без воздушных петель подъема, без поворотных рядов. Просто вяжем по кругу, по спирали. Смена цвета, в принципе, не особо будет видно, потому что вязать лицевыми это намного проще. Набираем, для моего рукава я набирала 80 воздушных петель. Набираем стандартным способом. Наша рабочая нить, заводим крючок. Захватываем рабочую нить и выводим. Тут у нас закрепительная петля. Вот петли все должны быть немного вытянутые. Не делайте их слишком стянутыми. Захватываем нить, выводим через петлю. Захватываем, выводим. И так набираем 80 воздушных петель. Я вам покажу на примере небольшого образца, чтобы не набирать 80 воздушных петель. Ну вот, к примеру, у нас набрано 80 воздушных петель. Вот у нас косичка получилась. Чуть-чуть разворачиваем бочком. И видите, вот эти перемычки сверху. Вот эти перемычки. За них, вот они торчат, бугорки. А за них сейчас будем провязывать петельки, которые будут оставаться на нашем крючке.
никуда их не соединяем, просто оставляем на крючке. Чуть-чуть, вот она наша косичка, чуть-чуть развернули на бочок и провязываем. Первую петельку не считаем от крючка, вяжем во вторую. Ввели в петельку, вывели рабочую нить. Так, следующая петля. Вытаскиваем рабочую нить. Следующая. Все остается на крючке. Петельки тоже должны быть все свободные, не стянутые. И так вяжем до конца. Все петельки остаются на крючке. Так как у нас будет 80 петель набрано, это достаточно длинное получится, уйдет у вас сюда на вот этот шнурок, поэтому для этого он в принципе и нужен. Так, провязали почти до конца. Все, вот последняя петелька. Все, вот мы провязали нашу косичку. Сейчас будем соединять это все в круг. Смотрите, вот оно наше вязание. Разворачиваем вязание. Смотрите, чтобы не перекрутилась вот эта косичка. Вытаскиваем из крючка. Оставляем все на нитке, на нашей вспомогательной, на нашем шнурочке. Так, вот что у нас получилось. Смотрите, чтобы она не перевернулась, наша косичка. И просто соединяем начало и конец. Вот так аккуратненько соединяем. И любым способом, к примеру, в самую последнюю петельку и в самую первую заводим наш крючок. И рабочей нитью вот так соединительный столбик делаем. А вот этой оставшийся наш кончик начала вязания просто вот так вденем. У нас будет здесь ровное начало. Не будет даже ничего видно. Сейчас я вам покажу. Так вот, в принципе, соединила начало и конец, в принципе. Потом у нас, когда стянется манжет наш, это вообще не будет видно. Итак, сейчас будем вязать, это начало нашего рукава манжетиком. И сейчас будем вязать все лицевыми петлями, просто по кругу, так набирая нужную нам высоту. Как делаем? Вяжем лицевые петли, из которых у нас будет состоять весь наш рукав. Вот у нас как бы соединили мы начало и конец, наша первая петелька, петля, которая на крючке. Ищем следующую петлю на нашем шнурке, продеваем крючок в петлю, захватываем рабочую нить и выводим на крючок. Ничего не соединяем, все будет у нас на крючке. Следующая петля заводим, захватываем нить и оставляем на крючке. И так по порядку. Следующая петля на крючке. Следующая петля выводим и оставляем на крючке. И вот видите, уже тут спутывается наш рабочий шнурок. Просто берете и вот этот кончик, который ближе к вам, вот так вытаскиваете, вот тут придерживаете, чтобы он не вылез, и вытаскиваете кончик. Все, вот тут подтянуть можно, расправить нитку, наш вспомогательный шнурок, и дальше вяжем дальше. Так, провязала несколько рядов, чтобы показать, как это все смотрится.
Вот наш круговое вязание. И сейчас покажу, как присоединить новый цвет. Все очень легко. Просто вот этот цвет обрезаем. Берем другую нить, делаем узелок. Узелок у нас будет на изнаночной стороне, потом мы его спрячем, не будет ничего видно. Так. Все, и следующую петлю уже вытягиваем новым цветом. И так вяжем нужную вам ширину цветов. Можно все одним цветом вязать, можно по-другому менять цвета, не так, как у меня. Пробуйте сочетать разные цвета. Вот такое вязание у нас получается уже с двумя цветами. Весь принцип вязания рукава. Вяжем все по кругу, вяжем, меняем цвет на столько рядов, сколько вам нужно. В принципе, все, ничего сложного. Вяжем по кругу лицевыми петлями наши рукава. Так, а сейчас покажу вам, как вязать нашу спинку и две передние части. Их мы будем вязать поворотными рядами. Рукава мы вязали по кругу, без всяких швов у нас будет рукав, а перед и спинка у нас будет поворотными рядами. Будем чередовать лицевые и изнаночные петли. Я возьму другой цвет нити, чтобы поудобнее было видно. Так, смотрите, у меня спинка состоит из 57 петель. Набираем 57 петель, так же, как и на рукаве. Так же, как и на рукаве, я вам покажу просто уменьшенную копию, чтобы не набирать мне 57 петель. Так, у нас получилась вот такая косичка. А так же, как и на рукаве, разворачиваем вязание и вяжем, набираем за вот эти вот они наши перемычки. Также набираем петельки и оставляем на крючке. Так, заканчиваем набирать петельки с воздушных петелек. Вот она последняя. Так, протягиваем. Напоминаю, вязать мы будем поворотными рядами. После того, как набрали, вытягиваем весь крючок, стягиваем до конца нити нашей вспомогательной. Смотрите, чтобы кончик не убежал за нашу работу, из нашей работы. Разворачиваем вязание. Вот так у нас получается. И сейчас, первый ряд можем провязать лицевыми петлями. Так, берем наше вязание. Вот наша рабочая нить. Вон она уходит. Берем крючок. Первую петлю всегда снимаем на крючок. Всегда при вязании поворотными рядами. Ничего с ней не делаем. Всегда просто снимаем на крючок. Так, дальше следующая вторая петля. Так же, как и на рукаве, лицевая петля. Захватываем рабочую нить и вытаскиваем на крючок. Следующая нить и на крючок. Следующая и на крючок. И так до конца ряда. Так, заканчиваем наш ряд. Осталось 2 петельки. Провязываем их. Последнюю петлю всегда вяжем изнаночной петлей. Всегда. Для этого что мы делаем? Вот наша последняя петля, наша рабочая нить. К себе поближе повернем рабочую нить. Крючок заводим слева направо в петлю, выводим и в нее протягиваем рабочую нить. Поставьте на медленный режим видео, и там все будет понятно.
принципе, не сложно. И таким образом будет вязаться следующий ряд изнаночными петлями. Вытаскиваем кончик нашей вспомогательной нити. Потом вытаскиваем вот так наше вязание, стягиваем все его тоже на наш шнурочек и поворачиваем вязание. Вот наша косичка. Этот ряд следующий будем вязать изнаночными петлями. Как это делаем? Не забываем первую петлю, что на изнаночной стороне, что на лицевой, всегда снимаем. Просто снимаем на крючок. Весь этот ряд вяжем изнаночными петлями. Продеваем крючок за нашу рабочую нить. Слева направо выводим крючок из петли, в нее продеваем рабочую нить и оставляем на крючке. Еще раз. Продеваем крючок слева направо из нашей петли, которая находится на вспомогательной нити. В нее просовываем крючок с рабочей нитью и оставляем на крючке. Еще раз. И так вяжем до конца ряда. Так, предпоследняя петля и последнюю петлю, как я уже говорила, что при лицевом вязании, что при изнаночном, как в данном случае, всегда последнюю петлю вяжем изнаночным способом. Все. Вытягиваем нашу вспомогательную нить, стягиваем все полотно на эту же нить, разворачиваем вязание и начинаем опять с лицевых петель. То есть будем чередовать один ряд лицевые петли, развернули вязание, изнаночные петли, лицевые, изнаночные. Итак, я набрала 94 ряда. Так, еще рядок давайте провяжем. Первую петлю всегда снимаем на крючок. Лицевая петля просто вот так. Почему мы вяжем рукава по кругу? Потому что там вязание состоит только из лицевых петель. Как вы видите, лицевые петли намного проще поддевать, чем изнаночные. Но так как нам нужно вязать прямоугольники, то тут придется вязать поворотными рядами, а это значит, что и с изнаночными петлями. Ну, ничего страшного. Так, смотрите, сейчас провяжу несколько рядов и покажу вам, как все это получается. Так, вот что у нас получается. Смотрите, это у нас лицевая сторона, то, что мы вяжем лицевыми петлями. Это у нас изнаночная, то есть, что вы отличали, она такими волночками. А тут прям вот как вязание спицами все получается. Сейчас я вам покажу, как это смотрится в полотне. Так вот, еще раз покажу, как смотрится какое полотно получается. Это лицевая сторона, вот это изнаночная, с такими вот перемычками. Это лицевая. Вот и все. Это весь принцип, из которого состоит вязание нашего кардигана. Перед и спинку вяжем поворотными рядами, как в данном случае. Вот я вам сейчас вязала образец. Рукава вяжем по кругу. Вот наше круговое вязание. И сейчас один еще, в принципе, момент надо уточнить, как закрывать петли с вот этой нашей вспомогательной нити. Когда мы довязали деталь, ту или иную, у нас до сих пор пока что крючок с веревкой на детали. Нам нужно закрыть вязание. Показываю, как это делать. Вот, к примеру, мы закончили последний ряд, и теперь нам нужно снять вот эти вязания с вот этих петель. В принципе, можно делать и нашим рабочим крючком, но мне это неудобно. Я возьму обычный любой другой крючок, не сильно маленький, и буду закрывать петли. К примеру, ищем следующую петлю свободную после рабочей нити. Вот она. Заводим крючок. Поддеваем рабочую нить. Проводим через петлю. Следующая вторая петля свободная.
продеваем в петлю, захватываем рабочую нить и этой же нитью в предыдущую петлю. Вот эти петли не затягиваем, чтобы у нас полотно не стягивалось. Следующая петля, заводим под петлю, захватываем рабочую нить и сразу через 2 петли. Следующая петля, заводим, захватываем рабочую нить и сразу через 2 петли. Вот тут у нас получается такая косичка, которую потом, вот мы даже сейчас уже можем снять эту рабочую нить. Вот видите, уже ничего больше не распустится. И так делаем по всему кругу до конца. Так, последняя петля. Эту рабочую вспомогательную нить уже можно вытащить. Все, рукав у нас не распустится. Отрезаем небольшой кусочек, оставляем небольшой длины, вытаскиваем нить и заводим ее внутрь, так чтобы с лицевой стороны было аккуратно все, и прячем внутри. Так, все, мы закрыли наше вязание, ничего не видно. Верхняя часть рукава у нас обработана, теперь нижняя. Так, нижняя часть рукава у нас вот такая свободная. Для того, чтобы ее вот так стянуть по запястью, нам нужно продеть какую-либо нить внутрь. Это может быть как наша нить от пряжи, но она не будет такой эластичной. Предлагаю взять вот такую эластичную нить. Вот она вот так тянется, как резиночка. И прилагаю в 2 нити для большей прочности. Отрезаем побольше запасом нить, вот эту резиночку, в 2 нити обрезаем. Продеваем в иголку с широким ушком, чтобы удобно было все это делать. И продеваем резиночку с изнаночной стороны. Вот он, край нашего рукава с изнаночной стороны. И продеваем через каждую петлю вот так змейкой, выводя с изнаночной на лицевую, с изнаночной на лицевую, через каждую петлю нашу иголку с резиночкой. Так, все, наш рукав полностью готов. Сверху мы закрепили все петельки. Снизу у нас готов манжетик на резиночке. Теперь вот так легко можно надевать на руку. Так, все. Рукав готов. Готовы все наши детальки. Это у нас спинка, чуть-чуть не вмещается в кадр, ничего страшного. Это у нас спинка, к нам она повернута лицевой стороной. Это у нас изнанка. Нужно повернуть к себе лицевой стороной. Кладем вот сюда тоже друг к другу лицевой стороной наши передние половинки. Сложили нашу спинку и наши 2 передние половинки друг к другу лицом к лицу. И сейчас нам нужно сшить вот эти по вот этому плечику, так скажем, присоединить перед и спинку друг к другу. Берем иголку с широким ушком, нашу пряжу и соединяем вот эту. Давайте первую сначала соединим перед и спинку. Мы пришили перед и спинку по плечевому шву, вот здесь. Теперь будем пришивать рукав. Рукав нужно вывернуть наизнанку. Прикладываем к переду и спинке. И пришиваем по кругу. Сначала снизу
до плечика и обратно с другой стороны, а потом уже можно будет сшить вот эту часть, оставшуюся до низа. И также делаем со вторым рукавом. Сшили все детальки, выворачиваем кардиган на лицевую сторону. Так, наш кардиган готов, но я хочу сделать по вороту и по бокам наших половинок передних резинку. В принципе, можно сделать и без резинки, но для этого нужно прошить чуть более широкие половинки переда, чтобы кардиган не спадал с плеч, чтобы здесь, вот здесь, где шея, было поменьше расстояние, чем у меня. Но я, в принципе, планировала сделать резинку. Сейчас покажу вам, как ее делать. А так, в принципе, можно оставить и без резинки, потому что край у нас очень красивый получился, когда мы вязали поворотными рядами. Без обработки можно оставить и так. Сейчас покажу, как буду вязать резинку. Буду ли я вязать по низу, я посмотрю. Ну, посмотрим, может быть и нет. Но то, что вот здесь по бокам, я точно ее сделаю. Сейчас покажу, как. Начинаем вязать резинку по вороту нашего кардигана. Я взяла крючок 5 миллиметров обычный. Можно, в принципе, любой взять, побольше, чуть-чуть поменьше. Главное, не сильно маленький, чтобы вязание было не плотным, а вот таким же объемным и легким, как и наше основное вязание. Закрепляем нить, делаем закрепительную петельку, чуть-чуть повытянутее. Ищем нижний угол правый нашего кардигана, ищем самую нижнюю петельку и вытаскиваем оттуда нашу петлю. У меня будет состоять резинка из 9 воздушных петель. Это примерно, я уже померила, 7 сантиметров в ширину. Вы можете любую взять, абсолютно любой ширины. Я набираю 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чтобы было удобно, теперь можно развернуть вязание вот так. Так, для удобства развернула вязание. Вот они, 9 наших воздушных петель. Далее во вторую от крючка петлю, то есть не в эту, а вот в эту, вяжем столбик без накида. Обычный столбик без накида. Следующий вяжем. Всего провязываем 7 столбиков без накида по этой цепочке. Так, провязали 7 столбиков без накида по нашей цепочке. Дальше, вот у нас осталась одна свободная петля. Продеваем в нее крючок, вытаскиваем рабочую нить, оставляем на крючке 2 нити, 2 петли и ищем следующую свободную петлю. Вот это наша задействованная петля, с которой мы начинали наши воздушные петли. Вот в следующую петлю продеваем крючок, вытаскиваем нить, 3 петли на крючке и одной нитью рабочей протягиваем через все 3 петли. Ищем следующую свободную петлю, провязываем туда столбик без накида, разворачиваем. И по этой стороне мы вяжем за задние полупетли. Вот у нас косичка. Не за всю петлю, а только за задние вот эти стенки, за задние полупетли. Первую петлю от крючка никогда не провязываем, всегда игнорируем. Во вторую вот эту полупетлю от крючка вяжем столбик без накида, и так до конца 8 столбиков. Так, 8 столбик. Делаем петлю подъема. С этой стороны, где у нас край, всегда делаем петлю подъема. Разворачиваем вязание. И все так же, как и в первом ряду делаем. И здесь также игнорируем первую вот эту петлю, всегда игнорируем. Во вторую петлю за заднюю стенку, во вторую от крючка, вяжем 7 столбиков без накида.
Так, 7 столбик. Далее в 8 столбик мы делаем, вытаскиваем рабочую нить через него, оставляем 2 петли на крючке. В следующую свободную петлю на кардигане также мы просовываем крючок, вытаскиваем нить рабочую и продеваем все 3 петли одной нитью. Далее следующую свободную петлю делаем столбик без накида, разворачиваем вязание. По обратной стороне за задние полупетли со второй петли от крючка просто делаем столбики без накида. В моем случае 8 штук. И 8. Петля подъема. Разворачиваем. Вот у нас уже вырисовывается резинка наша. В принципе, все, что нужно знать, чтобы связать резинку. Наш кардиган полностью готов. Я провязала резинку по вороту и также решила провязать резинку по низу. Здесь она у меня покороче получилась. 5, изначально набирала 5 воздушных петель, здесь 9. Я померила кардиган и пришла мысль связать пояс. Он смотрится тоже очень классно с ним. Сейчас покажу. Вот такой поясок обычный, не сильно широкий, не узкий. С ним мне прям очень понравилось, как выглядит, но без него тоже достаточно хорошо выглядит, неплохо. Сейчас покажу, как связать вот такой поясочек. У меня пояс шириной примерно 4-4,5 сантиметра. Там, где мы будем его завязывать на узелок, он, соответственно, вытянется и станет поуже. Здесь вначале он пошире будет. Оно в среднем 4-4,5 сантиметра. Для этого набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали 7 воздушных петель. И во вторую петлю от крючка вяжем полустолбики с одним накидом. 1, 2, накид 3, накид 4, накид 5 и накид 6. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и делаем все то же самое. Делаем накид, во вторую от крючка петлю заводим крючок, вытаскиваем рабочую нить и провязываем все 3 вместе. Накид, петлю и все 3 вместе. И так вяжем нужную нам длину нашего пояска. В конце каждого ряда петля подъема, разворачиваем вязание и делаем все то же самое. Ну а сейчас покажу, как он выглядит на мне. Всем пока! Baby, you got me like Don't you stop